Мы с вами продолжаем исследовать Плато-Барунчак и удивительный пещерный город на нем, который называется Чуфут-Кале. В истории этого древнего города причудливо переплелись Византия, Золотая Орда и таинственные караимы, о которых вообще вы вряд ли когда-либо слышали. Когда-то стены этой крепости были украшены драгоценными камнями, в связи с чем крымские татары прозвали ее Гефхер-Кермен, то есть крепость драгоценностей. Но это было смутное время, когда все воевали со всеми, поэтому все, что сейчас нам осталось, это смотреть на разрушающиеся руины мертвого города и читать по ним нашу с вами историю. Известняк – не самый лучший камень для строительства, но что поделать, если все, что есть у строителей, это мшанковый известняк, со временем податливый и впитывающий в себя отметины времени. И эти глубокие борозды вдоль всей дороги – всего лишь следы от деревянных повозок, чьи колесные ободы были обиты железом. Друзья автомобилисты, если вы ругаетесь на колейность новых шоссе и автострад, не ругайтесь, пожалуйста. Вот она, настоящая колейность, наполовину ладони в глубину. В середине 15 века крепостью правила Джанике, крымская принцесса, дочь золотоордынского хана Тохтамыша, который прославился разорением Москвы и Рязани и большим количеством попыток завоевать ордынский престол. Джанике была весьма выдающейся правительницей для своего времени. В 1416 году со своей свитой она совершила паломничество в Мекку, что произвело большое впечатление на весь мусульманский мир. Из-за этого она получила большую известность в других исламских странах. Правителем она считалась мудрым и толковым, поэтому после ее смерти тело ее было упокоено в специально построенном мавзолее. Место это среди туристов пользуется достаточно большой известностью. Позади мавзолея, уходя глубоко корнями под его основание, растет фисташковое дерево, которое обязательно поможет исполниться вашему желанию, если вы его погладите и желание это загадаете. Одно правило – желание не должно быть материальным. Ветки фисташки были густо увешаны разноцветными лентами и тряпочками тех, кто доверил дереву свою мечту. Но они так отяжелели со временем, что были обрезаны смотрителями места. Теперь ленты и кусочки ткани разбиваются на соседних ветвях. Есть тут и приметы времени, средства индивидуальной защиты, оставленные, видимо, в надежде на то, что все это когда-нибудь закончится. К XVII веку в Чуфут-Кале собирается, пожалуй, самая большая община караимов. Они исповедовали караимскую религию и составляли особую, исторически сложившуюся народность. Караимизм является ответвлением иудаизма и базируется на Ветхом Завете. Богослужения проводились в особых помещениях, аналогах храмов, которые назывались кинассами. И в крепости мы видим целых 2 кинассы. Когда-то они были богато украшены коврами и соответствующей утварью. Отношение иудейской общины Чуфут-Кале с татарской администрацией было неоднозначным. В XVII-XVIII веках иудеям не разрешали на ночь оставаться в столице. Спустившись утром с гор для торговли в Бахчисарае и его окрестностях, вечером они непременно должны были вернуться обратно в крепость. Несмотря на это, в том же XVII веке караимская община Чуфут-Кале становится одной из наиболее известных, крупных и экономически преуспевающих общин караимов в Восточной Европе. Помимо молитвенных домов появляются школы мидраш, а с 30-х годов XVIII века единственная в мире караимская типография. Туда зачастую приезжали визитеры и ученые из других караимских общин, процветало образование, книгопечатание и наука. Екатерина II в середине XVIII века дает караимам по сути вольную, и они начинают постепенно покидать город. Братья Пегид, Яков и Иосиф, уроженцы Чуфут-Кале, вошли в историю крымских караимов как последние жители Чуфут-Кале, родившиеся в этом городе. Братья Пегид почти все время жили в пещере, имели коров и зарабатывали на жизнь тем, что носили молоко на продажу в Бахчисарай. В 1906 году, когда им предложили переехать, они неохотно оставили пещеру, прожившей в ней несколько десятков лет. И всегда, когда разговор касался жизни, то они говорили: берекет
Коба-да-Эди. В пещере была благодать. Ну вот мы наконец и добрались до самого интересного, до самих пещер. Историки и археологи насчитали их на территории города аж 167. Назначение у них очень часто самое разное – оборонительное, хозяйственное, складское, водосборное. Пещеры под южной стеной полны привычных бытовых деталей. В их стенах много ниш, служивших полками или подставками под светильники. Есть очаги, скамьи, хозяйственные углубления, ванны. Вокруг пещер почищенные площадки, лестничные спуски и подъемы. Все как и в остальных пещерных городах. Из свидетельств очевидцев известно, что и в 17 веке люди в этих пещерах еще жили. Правда, это были уже беднейшие представители караимской общины. Но есть в пещерной истории неприятная страница. Начиная с конца 15 века о городе начинают говорить как об одной из самых страшных темниц крымских ханов. Практически все российские посольства первой половины 17 века не избежали продолжительного насильственного пребывания на территории Чуфут-Кале. Как ни парадоксально, несмотря на то, что официально участники подобных посольств были свободны, фактически условия их проживания часто были хуже, нежели у зажиточных пленников. Им отказывали в пище с ханского стола, держали в заключении, лишали денег, часто издевались, били и даже пытали. В плену побывали многие знатные люди – князь Рамадановский, литовский посол Лес, русский посол Грязной, гетман Потоцкий. Воевода и любимец царя Шереметьев провел более 20 лет в одной из этих пещер. За них требовали выкуп. Так, за Василия Борисовича Шереметьева крымские ханы надеялись получить у царя Алексея Михайловича Казань и Астрахань. Лишь в 1681 году хан согласился принять в обмен на воеводу 60 тысяч рублей золотом. Вернувшись на родину, Шереметьев прожил едва полгода, скончавшись от полученных в плену болезней.